Знаешь, как что делать? Молись. Сегодня замечательный день, чтобы посетить плантацию в Исине. Приехали в Исин буквально на полдня. Заехали к знакомому на завод. Во-первых, снять пробу со свежего чая. Вот сейчас только-только вот готов чай именно цинминный и после цинминный. Вот сейчас через какое-то время, где-то дней через 10, уже начинает появляться чай попроще. Вот, и мы, собственно, попробовали, что получилось, и договорились о будущих поставках чая на каждый день. Вот, того самого, который больше всего пьют в России. Хотя хорошего именно самого первого сбора у нас тоже немного будет в этом году. Сейчас здесь происходит довольно активный такой сбор чая. До полудня будут собирать, вот, потом потихонечку начнут делать. Кстати, кроме красного чая, также делают и зеленый. Здесь тоже называют его белочунь. Иногда они называют его маодзянь, там маофэн. В принципе, эти названия они встречаются в разных регионах Китая. В зависимости от предпочтений производителя, в принципе, из одного и того же сырья можно сделать довольно много чего. Важно, прежде всего, именно технология и старание производства. Погода сейчас замечательная, так что я думаю, и чай тоже получится очень неплохой. Вот такие вот маленькие корзинки здесь используют сборщицы. В принципе, очень распространены подобные в северных чаепроизводящих провинциях, потому что, как правило, побег гораздо меньше, часто очень почки бывают собирают. Конкретно даже сейчас вот здесь довольно большой лист уже, потому что сейчас уже прошло 2 недели практически после цинмина. Вот, лист чайный большой, чай чем дальше от цинмина, тем дешевле он становится, вот, поэтому довольно большая почка. И сейчас в помощь этим корзиночкам обязательно у каждой сборщицы есть такой вот мешок, даже целый. То есть они берут этот мешок и, значит, постоянно туда подсыпают из корзинок, ну и потом довольные уже, значит, к обеду приходят с полными мешками чая. Вот. Сейчас у них, значит, такая корзиночка, промежуточный этап. Но все равно традиция есть традиция, то есть никто сразу мешок практически сейчас, ну, вот, женщина собирает только потому, что я у них корзиночку отобрал. Вот. Кстати, еще интересно, пообщались с некоторыми сборщицами, они очень многие тоже из других провинций, кто-то из Аньхоя, кто-то из Цзиньси, то есть это распространено очень в Китае, то есть сборщицы могут мигрировать в зависимости от сезона. То есть, например, здесь уже чай собрали,
а в той провинции еще собирают. Значит, они прям целые бригады могут собираться или там отдельно, приезжать в другую провинцию, там работать. То есть, особенно если они недалеко находятся, это, в общем-то, здесь распространено. Скучать никто по домам не любит, вот, поэтому, когда чай вообще не собирают, они там начинают что-нибудь делать, там, плести из бамбука, что-то мастерить, там, помогать кому-то по хозяйству. То есть, китайцев не принято скучать. Кстати, подрезание кустов нужно не только для ускорения роста, но и для того, чтобы побегов было значительно больше. То есть, если чайный куст не трогать, он становится таким уже древовидным кустарником, в каких-то случаях даже деревом. Вот. И, конечно же, у него гораздо больше будет ветвей, гораздо больше крупного листа, расстояние между побегами будет больше. Поэтому, когда подрезают, видно, что здесь вот практически вот все вообще в молодых вот побегах, то есть очень увеличивается сильно количество сбора. Вот, то есть это для фермеров такой жизненно необходимый фактор. Именно поэтому, конечно же, чай, который собирают либо с кустарников, либо с деревьев, он всегда будет дороже за счет того, что там в несколько раз меньше сырья. Вот так вот выглядит помещение завода. Здесь самое основное место занимают станки для сминания, потому что ключевой процесс, помимо ферментации в производстве красного чая, это сминание. Здесь также, конечно, делают зеленый. Сырья пока еще очень немного, то есть несколько сборщиц принесли чай. Сначала здесь раскладывают прямо на полу, но пол, кстати, идеально ровный, чистый. Здесь его очень тщательно убирают, то есть вообще видно, что завод очень такой аккуратненький, вот, хоть и уже не новый. Хоть хозяин завода уже в третьем поколении фермер чайный, то есть его отец, его дед тоже делали чай. Вот. Дальше он говорит, что, может быть, и раньше делали, но я, говорит, своего прадеда уже не помню. Говорит, ну, по-моему, он тоже там какое-то отношение к чаю так или иначе имел. То есть у них это такая семейная длительная традиция. Ну да, сейчас готовится к тому, что сборщицы принесут сырье и потихонечку начнут уже производство чая. Обычно для того, чтобы рассказать про станок жаонен, станок сминания, я присаживаюсь. Но в этот раз мне это не нужно делать. Действительно огромный станок, наверное, один из самых больших, который я видел. Вот. Но довольно старый. Сейчас таких станков не очень много делают. В основном для маленьких производств такие делают средненькие, вот нечто такое универсальное. Здесь для производства покрупнее вот такие вот огромные уже станки, чтобы можно было обрабатывать сразу много сырья. Ага. Вот это небольшое помещение, это цех для ферментации, и надо сказать, что здесь делают ее традиционным способом. Сейчас уже не так много производств делают ферментацию правильно. То есть мало того, что не используются никакие не пластиковые корзины, ничего другое, используются такие вот, причем уже даже видно, что используются они очень много лет, бамбуковые корзины. Вот, здесь такая чисто полностью природный материал. Вот, он говорит, что если использовать, ну, смотря какой пластик, конечно, но он говорит, что ему давали какие-то такие стальные корзины, они, говорит, давали плохой аромат, мне не понравилось, я их выбросил и снова взял свои старые, которые мне еще от папы достались. И интересно еще то, что, значит, используются только дрова для того, чтобы прогреть помещение, то есть там такая печка, вот она, да, и, значит, внутри помещения там есть выход, туда дается жар, тепло,
таким образом помещение нагревать температуру для того, чтобы создать нужные условия для правильной ферментации. То не используют ни электричество, ни какие-то там другие там нагревающие элементы, только, говорит, именно дрова. Почему, говорит, так чай дает настоящий хороший аромат? Если с электрической грелки, она, говорит, хорошего аромата не получается, говорит, поэтому я, говорит, пробовал, говорит, современные все технологии, кстати, от них отказался и снова стал делать по старинке. Вот так выглядит ферментационная комната изнутри. Мы здесь сейчас специально открыли двери для того, чтобы было хоть что-то видно, потому что здесь нету никакого электричества вообще, ни проводки, ничего. Почему? Потому что, кстати, в темноте мне этого не было видно. Я думаю, что здесь просто как бы идет прогрев от печки. На самом деле нет. Тут котел, вок, в него наливается вода, и вода активно кипит. То есть мало того, что здесь высокая температура от самой нагревшейся печи, так еще и идет очень высокая влажность, то есть она конкретно сильно повышается именно таким вот традиционным способом. Ну и вот так вот эти корзины здесь раскладываются на таких подножках, и чай ферментируется. Вот, то есть корзинки тоже, чай, когда после сминания высыпают сюда, тоже накрывают тряпочкой хлопковой, и процесс ферментации идет в таких вот условиях. Ну, конечно же, это не означает, что весь чай, который сделан там на газу или на электричестве, это абсолютно невозможно пить или там что-то плохое, там вредное. Естественно, ничего подобного, просто чай имеет другие свойства, он значительно более доступен по цене, вот, и, в общем-то, на этом все и заканчивается. То есть просто использование дров удорожает, естественно, производство. Чем ближе к густонаселенным районам, тем как бы дороже дрова. То есть здесь на севере, здесь не Юннань, здесь леса не так много. Вот, хотя, конечно, этот регион Сина непосредственно, тут в основном занимают только керамикой. Вот, и довольно много заповедников, тех же там Джухай бамбук, вот это море знаменитое, одно из самых крупных в Китае. Здесь дров немного, и доставать их недешево получается. То есть они говорят, что мы что-то привозим откуда-то, какие-то корни даже вот выкорчевывают, там просто используют вообще все, что только можно. Вот, поэтому, конечно же, для них это так гордость. То есть они говорят, вот, смотри, на дровах настоящих, на деревянных. Сейчас вот чай здесь лежит на стадии вэйдяо, когда выгоняется первичная влага. Всегда сотрудники его ворошат немного, чтобы он не слеживался, чтобы проходил правильно именно выход влаги. Такая первичная сушка природная. Кстати, чай красный именно здесь делают обычно на второй день. То есть сейчас первый день у них идет очень долгий вэйдяо. Сначала такой, потом еще машинный вэйдяо. Вот, после этого остальные стадии, но вот по сути готов именно хунган и финальные все стадии финальной сушки, они идут только на следующий день. Вот, то есть сегодня, скорее всего, вечером будет сминание, вот, потом ферментация, вот, и только на следующий день уже будет финальная сушка. То есть если взять все стадии производства, то они занимают полных 2 дня. Вот пока мы тут гуляли по заводу, работник директора завода собрал вот свежих бамбуковых побегов, из которых сейчас будут готовить обед. Это вообще довольно популярно, кстати, блюдо именно в этом регионе, потому что здесь очень много бамбука растет. Он, кстати, довольно вкусный, но побег должен быть вот, чем моложе, чем вкуснее. Самый классный считается вот что-нибудь типа даже не такого, ну, наверное, вот как вот такой, не старше. Если больше, то он уже не такой вкусный. Бамбук, главное вообще, я так понимаю, как говорится, цементирующее растение китайской цивилизации, потому что его можно и есть, из него можно строить, из него же сплетена вот эта самая корзина. То есть просто супер универсальное растение. Я думаю, если бы не бамбук, то Китай был бы вообще другой. Люблю наблюдать, как организован прием сырья в разных местах, очень по-разному. Конкретно здесь они вот взвешивают все-таки, сколько чая собрано, несмотря на то, что работницы приглашаются владельцем завода из конкретно здесь, вот из провинции Аньхой. Вот, причем он им платит и проживание, и дорогу, и как бы кормит их, то есть полное пансионе. Вот, но еще как бы кроме этого еще и платит им зарплату.
Вот. Но зарплата зависит строго от того количества чая, которое они собрали. Первый утренний сбор готов. Чай сейчас высыпается на Вэйдяо. Вот. После этого какое-то время лежит, и после этого ждет Вэйдяо на машине уже при помощи вентиляции, чтобы влага выходила более эффективно. Перед тем, как сдать сырье, сборщицы внимательнейшим образом высыпают его на такой мешок и выбирают оттуда всякие там неправильно собранный лист, еще что-то. Потому что в случае потом, если ты сдаешь и какой-то остался мусор, то может быть оштрафованный, либо вообще там, если вы, кстати, совсем себя плохо проявишь, могут вообще отправить обратно домой. Типа, не, подруга, спасибо, нам твоя работа не нужна. Поэтому, собственно, вот дочь директора завода, она стоит, тут смотрит, как они выбирают, проверяют, какое сырье, насколько там действительно хороший сбор, нет ли какого-то мусора, ненужных листьев нижних. И вот сейчас вот здесь видно, вот листики, которые вокруг не валяются, это все отбраковано. Вот, этот лист потом уже выбрасывается. Вот, то, что получше, они, собственно, доставляют здесь на подносе, потом складывают в мешок и уже сдают приемщику сырья. Ну, вот здесь конкретно передо мной только что вот сейчас отошла вот девушка, она, как я уже сказал, дочка владельца завода, она, вот у нее такая меточка специальная, она ее дает сборщице. Что сборщица, да, она имеет approve, как говорится, подтверждение от дочери владельца завода, что все нормально, что сырье проверено, что там все хорошо, и только после этого она уже может сдать сырье. То есть так вот просто что-то там собрать и типа вот принимайте, нет, так не пойдет. Вот, поэтому как бы тут такое очень большое внимание уделяется качеству сырья, это действительно здорово. Я, кстати, вот именно настолько тщательной проверки, пожалуй, я еще не видел. Видел похожее, но тут прям вот очень внимательно. Здесь происходит стадия Вэйдяо, то есть разбрасывают чай. Ярик, нет, не целиком, по чуть-чуть. Бери немножко рукой и вот так вот. О, видишь, как она сбрасывает? Вот так. Поближе подойди, вот сюда. Да, давай, разбрасывай. Давай, ага, кидай. Вот, здесь сейчас происходит, собственно, Вэйдяо. Оно примерно идет около суток, то есть до завтрашнего дня чайный лист лежит. Вот, после этого уже начинают его обрабатывать. То есть разного чая требуется разное количество времени. Здесь тут полностью вычищали сейчас очень тщательно пол, вот, застилают весь пол чаем. В этот момент все перегорожено, никто тут не ходит. Вот, чай, значит, готов, вот меня уже выгоняют, говорят, что надо уходить, потому что я сейчас тоже буду накидывать чай, я уже тоже ухожу. Вот, ну, собственно, вся площадь завода будет сейчас закрыта чаем до завтра. До завтра здесь никто ничего не делает, ждут, когда чай приготовится.香啊，香啊，很香，清香。这个呢叫，这里面从我们做出来的，从我们这里的做出来的。你这我这不多都懂了。哎，都懂了。我这不多都懂了。哎，都懂了。这些，我拿着。文艺搞一点，一下子搞不好看。那就是，是吧？就是，文艺扩展一点。Ну что, Ярик, как тебе завод? Хороший.
Хороший завод. Будем работать с хорошим заводом? Да? Ну все, договорились. С этим заводом, говорит, будем работать. Хороший завод.他那个茶叶把它搞